Привет, меня зовут Марина, и вы проходите курс Russian Cases. Это дополнительное небольшое видео о винительном падеже. В этом видео я расскажу, как мы образуем формы винительного падежа в русском языке. Итак, винительный падеж – это очень важный и интересный падеж русского языка. Самое важное, что нужно знать о винительном падеже. Мы всегда изменяем слова женского рода, слова «она». Что я имею в виду? Что окончание «а» мы всегда будем менять на окончание «у», окончание «я» на окончание «ю». Мягкий знак мы не меняем. Например, «я вижу машину», «я слушаю музыку» и так далее. Слова среднего рода мы не меняем. Я смотрю в окно, я вижу существо. И неважно, это кто или что. Самое интересное происходит со словами мужского рода, со словами «он». Здесь нам важно знать, он кто или он что. Потому что слова он что, например, стол, стул, словарь, музей и так далее, мы не меняем. Они остаются в той же форме. Я вижу стул, я сажусь на стул, я иду в музей и так далее. Но если это слова он кто, то есть это одушевленные, animate words, одушевленные слова, то эти слова мы изменяем по нормам, по грамматике родительного падежа. Я вижу друга. Я знаю Николая. И это будет касаться не только существительных, а также и прилагательных, местоимений, числительных и так далее. Я вижу своего лучшего друга. Мы ждем нашего преподавателя Николая Петровича. Это самое интересное и самое сложное в винительном падеже. Если это он что, никаких изменений. Если это он кто, то мы говорим я жду кого, я вижу кого, я знаю кого. И он кто мы изменяем по нормам родительного падежа. Genitive case. Что касается винительного падежа множественного числа, здесь нам снова важно, это он кто или он что, а также нам важно она кто или она что. Проще, если это слова оно, слова среднего рода, то неважно, единственное число, множественное число, в винительном падеже всегда будет одна форма именительного падежа, nominative case. Если это она или он слова, то есть слова женского или мужского рода, то во множественном числе нам будет важно знать, это одушевленное слово или это неодушевленное слово. Неодушевленные слова, слова что, будут в форме именительного падежа. Я вижу стол, я вижу столы. Мы знаем иностранный язык, мы знаем иностранные языки. Форма именительного падежа. А если это одушевленные animate words, то тогда форма родительного падежа. Я знаю кого, я жду кого, я не вижу кого и так далее. Я знаю этого человека, я знаю этих людей. Изменяем по нормам родительного падежа. И это во множественном числе будет и для слов женского рода, и для слов мужского рода. Я вижу твоих подруг, я вижу твоих друзей. Я знаю этих студенток, я знаю этих студентов. Еще раз, если это слова среднего рода, слова оно, и в единственном, и во множественном числе винительного падежа, мы ничего не делаем с этими словами. Мы никак их не меняем. Я смотрю в окно, я смотрю в окна. Я вижу море, я вижу моря.
Если это слова женского рода, в единственном числе «а» мы меняем на «у», «я» мы меняем на «ю». И нам не важно, кто или что, одушевленные или неодушевленные слова. Я вижу маму, я смотрю на маму. Но женский род, множественное число, здесь нам важно, кто или что. Я смотрю на подруг, я вижу мам. Изменяем как в родительном падеже. Подруг, мам. А если это слова женского рода неодушевленные, я вижу машины, мы не меняем. Я вижу книги, мы не меняем эти слова. Слова мужского рода и в единственном, и во множественном числе для винительного падежа нам важно знать, это кто или что. Это одушевленные или неодушевленные существительные. Почему? Потому что всегда неодушевленные существительные мы не меняем в винительном падеже, если это слова мужского рода. Я вижу стол, я вижу столы. Я вижу стул, я вижу стулья. Если это слова мужского рода одушевленные, то есть кто, я вижу кого, я вижу друга, я вижу друзей. Я знаю иностранца, я знаю иностранцев. Вот и все. Это самое основное, самое важное, что нужно знать о винительном падеже. Продолжаем проходить курс Russian Cases, и мы с вами скоро увидимся. Пока-пока!